Привет, ребята, это «Русский как иностранный». И сегодня подкаст о том, как я пробежала свой первый и последний марафон. Итак, начнем с 2009 года. Может быть, это был 2010 год. Это было так давно, что я не помню. В марте я пошла в спортзал, у нас открылся новый спортзал, и мне хотелось начать заниматься спортом регулярно. Раньше я худела, потом поправлялась, опять худела и занималась аэробикой, что-то делала дома по кассетам Сидни Кроуфорд или сидела на диете. Но диеты я поняла, что я не хочу больше сидеть на диетах. Это все был такой тренд 90-х. Может быть, и сейчас он есть, я не знаю. Но независимо от этого я решила, что я буду ходить в спортзал. Да, у меня был лишний вес, мне не нравилось, как я выгляжу. Лишний вес, скажем так, в районе, ну, 10-8 килограммов. Я пришла в спортзал, и первый тренер, который был в этот день, я начала с ним заниматься. Я занималась с ним 1 год. Мне очень нравились тренировки, мне нравилось общаться с тренером. И честно вам скажу, что от тренера зависит многое. Тренер нужен, чтобы вы научились правильно делать упражнения в спортзале, понимать технику выполнения упражнений, чтобы вы знали, какие упражнения нужно делать, когда вы тренируете ноги, спину, руки. Да, мы делили тренировки на верх и день ног. После дня ног вы знаете, да, ноги болят так, что встать не можешь с кровати. Все это дало мне базу, и когда мы закончили тренироваться вместе, потому что он ушел из клуба, я продолжила ходить в этот клуб, продолжила заниматься спортом и уже самостоятельно. Есть люди, которые любят занятия в группе, групповые занятия, там аэробика или танцы, или степпер. Я люблю качать железо. Мне нравится заниматься одной, слушать музыку, смотреть, как я выполняю упражнения. Мне не нравится высокая интенсивность или прыжки. То есть есть ограничения, которые я соблюдаю, и нужно понимать, что вы можете заниматься спортом, даже если у вас есть какие-то ограничения. Главное, скажите об этом тренеру, спросите врача. У меня зрение, соответственно, есть много ограничений, которые я знаю. Мне нельзя поднимать высокий вес или делать резкие движения или быть в наклоне вниз головой. Поэтому я не занимаюсь йогой, где нужно стоять в позиции, да, в положении, где голова вниз. Или я не буду, например, делать упражнения с высоким весом, хотя я делала, ну, скажем так, делала в рамках, что я могла делать, да, я не буду поднимать 100 килограммов, это невозможно. То есть любые ограничения, которые у вас есть, консультируйтесь с врачом, берегите себя. Итак, я достигла своих целей, мне нравилось, как я выгляжу, я похудела, у меня были мышцы, но через 8 лет мне стало уже скучно. Каждую неделю делаете какие-то упражнения, и мне хотелось что-то новое, наверное. Были периоды, когда я ходила много, когда мало, но этот процесс никогда не заканчивался. Я могла купить абонемент, не ходить долго, но опять возвращалась. То есть самое главное правило в спорте, когда вы начинаете заниматься спортом, здоровым спортом, не профессиональным, это должен быть выбор на всю жизнь. Вы можете бросить, но подумайте, это
процесс очень долгий. Вы можете менять виды спорта, но само занятие спортом должно быть навсегда. Поэтому, когда я пришла, у нас был разговор с тренером, когда он сказал, ну, ты начинаешь это, ты должна это продолжать, это твой выбор. Конечно, и это ваш выбор, продолжать или нет. Я продолжала 8 лет, пока не оказалась в точке, где мне было уже скучно или неинтересно этим заниматься. И я помню, это был 17-й год, 2017 год, это была весна, уже тепло на улице, снега не было. И я подумала, я хочу побегать. Бег, знаете, такое дело, в школе вы его ненавидите, мы бегали с подружками на улице, но здесь прям мне захотелось. Я оделась, это была пятница, наверное, пошла на улицу, пробежала 6 или 7 километров, не очень быстро, где-то останавливалась, где-то бежала дальше. У меня были обычные уличные кроссовки, в которых обычно люди гуляют, а не бегают. И как результат, первое правило, а, покупайте себе кроссовки для бега. Я бегала какое-то время в непрофессиональных кроссовках, которые для этого не рассчитаны, и получила какие-то болезненные ощущения. Но потом было лето, я отдыхала, и я думала, если я вернусь осенью и продолжу бегать, я куплю себе хорошие кроссовки. Осенью я купила себе первые Asics, и я могу сказать, что я бегаю в них до сих пор, да, в этом бренде, потому что когда вы подбираете кроссовки в специальном магазине, они анализируют, как вы бегаете, какая у вас механика. Мне выбрали кроссовки, которые подходят мне. Через год я пробежала свои первые 10 километров. Через год. Я знаю, многие пытаются пробежать марафон через год, а я пробежала только 10 километров. Почему? Потому что мне было важно, у меня даже не было цели бегать 40 километров, была цель просто пробежать 10 без остановки, с хорошим пульсом, где я чувствую себя хорошо. 10 километров в удовольствие, без пауз, без остановок. Я тренировалась осенью и в спортзале, и постепенно мне казалось, вау, я могу 10 бежать без проблем, еще 10, еще 10. И так у вас появляется азарт. Вы начинаете читать литературу, смотреть видео, изучать что-то новое, и потом ставите какую-то новую цель. А почему 10? Я могу пробежать чуть дальше, 12, 13. У меня было столько счастья, когда я прибегала на 1 километр больше. Через 10, вначале 10, потом 11, потом 12, потом, вау, однажды я пробежала 15 километров. И так постепенно, 15, 18, и вы ставите себе цель пробежать полумарафон, половину марафона. Представляете? Хороший вопрос, через сколько я пробежала свой первый марафон. Это было через 2 года. Первый полумарафон я пробежала в спортзале, потому что я купила билет в Лиссабон на первый полумарафон на улице со всеми. И мне надо было проверить, а смогу ли я пробежать полумарафон или нет. Я встала на беговую дорожку вечером, когда в спортзале было очень мало людей, и 2 часа бежала полумарафон. Через 2 часа, когда я пробежала эти 20 километров, ну, полумарафон это 21 километр, но неважно, может быть, там был 21 или 20, не суть. Я смогла. Я подумала, вау, классно, отлично, поехали, бежим.
Это был март, на улице было тепло, но не жарко, скажем так. И мы бежали через мост 25 апреля со всей толпой. Я пробежала со временем 2 часа 18 минут. Я могу сказать, что с 13-го километра до 16-го было тяжело, и потом было, ну, такое, знаете, ощущение, я немножко уже устала. А, Помню момент, что было прям тяжело, но я продолжала, поэтому такой результат больше, чем 2 часа. Итак, мое счастье было очень большим. Я вернулась в Санкт-Петербург и продолжила тренироваться. Все, марафон. Теперь тренировки были 10, это минимум. Я не выходила на улицу, может быть, если я не бежала 10. Но я вам могу сказать так. Если вы бегаете, у вас обязательно будут травмы. Поэтому нужно очень аккуратно следить, как вы спите, как вы отдыхаете, сдавать кровь, смотреть, есть ли у вас железо, магний, там, любые вещи. Это нужно делать, потому что нам кажется, мы занимаемся спортом, мы здоровы, но это не так. Поэтому обязательно проходите какие-то анализы, проверяйте, достаточно ли у вас железа и энергии. В моем случае было, что я пила кока-колу или, например, чувствовала головокружение, у меня было низкое железо. Потом я принимала витамины, которые мне назначали, и сила возвращалась. Итак, это уже был, скажем так, третий год моей практики, и в 20 километров уже не казались чем-то особенным. Я уже участвовала во многих полумарафонах, и тут была идея пробежать, во-первых, 10 километров меньше, чем за час, и вторая идея была пробежать полумарафон за 2 часа. Я пробежала свой полумарафон за 2 часа, и я очень была счастлива, и я пробежала свои 10 километров я хотела за 55 минут, но вышло больше, но меньше, чем за час. Тоже супер результаты. И здесь важно знать, что все люди бегают со своей скоростью. Не надо бегать со скоростью спортсменов. Мы не спортсмены, мы бегаем как мы хотим. Если вы можете улучшить результат, отлично. Если нет, пожалуйста, не делайте ошибок. Следите за тем, как вы чувствуете себя. Болит у вас что-то или не болит. У меня болели и колено у меня болело, и я бегала не больше 3 километров на стадионе. И у меня были травмы, ну, скажем так, одна травма, когда я подскользнулась на улице на луже. Тоже я потом не бегала 3 месяца, да. Аккуратно покупайте кроссовки для зимы с шипами или не бегайте, когда на улице лед. То есть будьте очень аккуратны, потому что вы делаете в кайф, но вы должны думать, а, вредно ли это вам или нет в данный момент. Вы можете взять себе тренера, отлично. Я не занималась тренером по бегу, а, потому что не было цели улучшать значительно свои результаты. Здесь нужно взвешивать. У вас есть это время, для чего вы это делаете, почему вам важен этот результат, почему вы хотите заниматься с тренером, куда вы хотите двигаться дальше. Итак, в моем случае это было все по любви. Мне нравилось бегать, мне нравилось кайфовать от процесса, мне нравилось проводить время на улице, потому что вы бегаете на улице, вау, вы дышите, вы гуляете в этот момент, вы тренируетесь. Это масса эндорфинов, правда, очень много. А потом вы выступаете на каком-то соревновании в этой толпе, в этом празднике, у вас кайф, вы бегаете по городу, вы можете куда-то поехать в другой город, бежать там. Это все великолепное ощущение. Потом был момент, когда в разговоре мне сказали, что ну ты не пробежишь 40 километров. И я такая, в смысле? Я бегаю 20, и мне несложно. Ну и 40 можно попробовать. И так стала цель пробежать 40 километров. Скажем так, у меня был год
в течение которого я готовилась. Готовилась я даже не понимая, как мне повезло. Это был ковид, и я готовилась очень много. Я бегала каждую неделю. У меня был там некоторые месяцы, у меня был объем там 200 километров. Это для профессионала немного, а не для профессионала, мне кажется, нормально. А, Потом я тренировалась в спортзале каждую там неделю, да, там по 3 раза в неделю, бегала в выходные. Потом перед зимой я пробежала 25 километров, и когда я пробежала 25 километров зимой, я поняла, что 40, ну я смогу, это же всего лишь еще там 5 и еще плюс 10. Я смогу. И вот это вот ощущение, что вы сможете, оно уже у вас есть, и это ваша вера. Я в марте уехала в Турцию, это был вот второй год уже ковида, скажем так, и там было немного меньше запретов. В Турции я тренировалась каждый день, я бегала, потому что мне было нечего делать. И я бегала по 10 километров, по 16 километров, по 20 километров каждый день. И, соответственно, вернулась, в Санкт-Петербург, купила забег на май и я хотела пробежать марафон в Москве. Но в то время отменяли очень много, э, соревнований. Да, может быть, я не купила в Москве, но я планировала купить в Москве, да. Но я подумала: хорошо, я планирую в Москве, но, может быть, мне попробовать в Санкт-Петербурге это сделать, где я живу. Отлично. И это был Царскосельский марафон. В 2020 году, в мае месяце, была дождливая погода. Я никому не сказала, что я бегу марафон, вот, потому что это приводит людей в шок. Потому что 40 километров пробежать– это довольно долго. Если вы не спортсмен, это значит 4 часа. Я рассчитывала пробежать за 4 часа 30 минут, то есть средняя скорость там 6 минут с чем-то, 6,5 минут. И для меня было это как прогулка. Долгая-долгая прогулка. Я вышла на старт, у меня был рюкзак, там была шоколадка Сникерс, еще было что-то, была вода. По-моему, у меня даже не было водной системы. И одежда, которая у меня была в тот день, мне она не нравилась. То есть я могу сказать, что одежда была не очень хорошая, в которой я бежала. У меня не было водной системы, тоже мне это было не очень хорошо. Но у меня была сильная мотивация. Я смотрела какие-то фильмы про бег, про Усейна Болта. Он был моим вообще кумиром каким-то. Мне нравилось, как он тренируется, вот это вот все, энергия, с которой он это делает. Я смотрела, как бегают. Есть такой фильм, 2 части, марафон, где люди бегают марафон каждый день. Я смотрела на женщин, которые в возрасте бегут из Москвы в Париж. То есть у меня было очень много мотивационных фильмов, которые вдохновляли меня на это. Но самое главное– это ваша голова. Если она готова бежать, ваше тело подстроится под это, я вас уверяю. Все там, в этой голове. Я вышла, начала бежать. Вначале был дождь, у меня была музыка, потом я выключила музыку. Это, кажется, скучно 4 часа бежать без музыки. Да. Но есть какая-то поддержка, есть толпа. И потом, вы понимаете, через половину марафона половина людей уходит, и вы уже бежите один. А марафон в Царскосельском селе, в городе Пушкине, в Санкт-Петербурге, это 4 круга вокруг парка по 10 километров. И вот вы бежите, вы боитесь, что наступит какая-то стена. У меня ее не было. Но также у меня были гели, это важно, обязательно питание спортивное. И я их начинала уже принимать, чтобы у меня были там соли, и там минералы, короче.
элементы, которые необходимы бегуну, чтобы продолжить бег. Я пила воду, конечно, на всех этих участках. Самый тяжелый, наверное, был уже последний круг, где я бежала с каким-то мужчиной рядом со мной, у него был лишний вес, и то я вначале оббегала его, потом он меня догонял. Да, останавливалась ли я во время бега в марафоне? Останавливалась в плане, что я просто шла какие-то участки, где особенно есть подъемы. Но, в принципе, Царскосельский марафон– это плоский марафон. Но это первый марафон, поэтому я считаю, что даже если я останавливалась, это ничего страшного. Останавливалась в плане не бежала, но продолжала идти, да, где-то. Переходила на такой шаг, либо медленный бег. Потом догоняла. В конце уже этот мужчина, я помню, отстал, сзади был меня, а я уже вышла вперед. Я пробежала свой марафон не за 4 часа 30 минут, а за 4 часа 31 минуту 50 с чем-то, 6, там, 54 секунды. То есть практически за 4 часа 32 минуты. Это супер для меня результат. Он хуже на 2 минуты, чем я хотела, но я уложилась в результат, в который я хотела и планировала. У меня не было никогда цели пробежать марафон за 4 часа, за 2 часа, за 3 часа. Понятно, за 2 часа это олимпийские чемпионы. Это я просто шучу. Но даже за 3 часа или 3,5 или 4 часа у меня не было идеи. Итак, я добежала этот марафон, была очень счастлива. У меня не было стены, я не упала, я чувствовала на следующий день себя хорошо. У меня были силы продолжать что-то делать, гулять, доехать до дома, отдыхать, на следующий день идти на работу. А, Скажем так, я не потеряла, я получила. Что случилось после марафона? Конечно, многие хотят повторить. У меня это был забег в мае, а потом я бежала в августе, и я поняла, что в августе я очень плохо пробежала. Полумарафон я пробежала за 2 часа 20 минут, и я чувствовала себя очень плохо. И, может быть, в этот момент нужно сказать, что вам нужен какой-то тренер, потому что это очень большая нагрузка пробежать марафон, хотя я к ней подготовилась, но после марафона было тяжело вернуться в тот объем. Мне кажется, что я еще бегала полумарафоны после марафона, но моя активность в этом, она стала снижаться. И в последующие 2 года я бегала уже полумарафон или просто где-то 10 километров обычной тренировки. Моя цель была достигнута, и активно я продолжала бегать еще, скажем так, 2-3 года после марафона, и сейчас уже прошло 5 лет, жизнь меняется, э, моя идея бегать до конца жизни остается, поменялось место, где я бегаю, погодные условия, поэтому в некоторых ситуациях, как и в спорте, я могу сказать, вы должны выбрать, хотите вы бегать, хотите ли вы заниматься спортом всегда, или принимаете ли вы это, что вы будете этим заниматься. Может быть, вы поменяете вид спорта и будете заниматься чем-то еще. И супер, например, вы займетесь плаванием. Я могу сказать, что мне тоже очень сильно помогало плавание, когда я тренировалась, потому что это тоже цикличная нагрузка. И целый год я не только бегала перед марафоном, но также занималась плаванием 1 раз в неделю. И это тоже помогает вам тренировать спину, тренировать руки, ноги, но только уже в расслабленном состоянии, в бассейне.
Поэтому здесь большой комплекс. Это большие усилия, когда вы хотите пробежать марафон. Но это колоссальное удовольствие, когда вы достигаете свою цель. А если вы способны достичь ее второй раз или третий раз, я вас поздравляю, вы просто мой кумир. На данном этапе я бегаю очень мало, но я понимаю, почему я это делаю или не делаю. Я продолжаю заниматься спортом в спортзале и бегаю в свое удовольствие, но на сегодняшний день у меня нет цели бегать 10 километров или 20 километров, но не факт, что это не возникнет еще когда-нибудь, потому что жизнь– это процесс, спортивная жизнь тоже это процесс, даже если вы любитель или обычный человек, который любит здоровый образ жизни или просто спортивный образ жизни. Поэтому мое главное вам слово, если вы хотите пробежать свой марафон, пожалуйста, готовьтесь к нему, готовьте свою голову ментально, что вы будете это делать. А, Это большая работа и тренировка перед марафоном. Может быть, вам нужно год, два, три, четыре. Особенно последний год активно заниматься подготовкой. У меня было и время, и желание это делать, и возможности физически это делать, и тренироваться зимой где-то в теплой стране. Просто так сложилось, у меня был бы отпуск, и я там бегала. У меня не было никаких обстоятельств, которые мне мешают. В данный момент у меня есть обстоятельства, которые не дают мне возможности заниматься столько. То есть приоритеты поменялись. Но я до сих пор люблю и бег, и занятия спортом, потому что это мой выбор, это часть меня. И если вы еще не пробежали свой марафон, я очень рада за вас, потому что у вас еще все впереди. А, Испытать этот кайф, это ликование, удовольствие, что вы сделали что-то очень важное для себя, что вы узнали себя, что вы натренировали себя, что вы смогли это сделать. Может быть, вам было сложно, трудно, тяжело, но вы пересекли эту линию, закончили марафон, и теперь с таким удовольствием будете вспоминать свой долгий и, может быть, быстрый путь к этому победному моменту. У меня все на сегодня. Я очень рада была вам рассказать эту историю про мой первый марафон. Может быть, вы послушаете его, может быть, вы что-то узнали, что-то новое, может быть, нет, может быть, вы все это уже знали, но мне расхотелось рассказать свою историю про свой первый и пока что последний марафон. Это все на сегодня. До встречи, друзья. Пока.